Приветствую вас на канале Вика Виктория. В этом видео я продолжу рассказ о своем опыте лечения рака груди и как я узнала о своем диагнозе. В предыдущем видео речь шла о том, как я в начале сентября 2019 года обнаружила в груди новообразование. А в середине октября уже при повторном УЗИ в онкологическом центре был взят анализ биопсии. Время шло, мне не звонили. И чтобы закрыть вопрос, я позвонила сама. Медсестра порылась в бумагах, нашла мой анализ и сказала, что анализы плохие и что надо обязательно прийти к врачу. На мой вопрос «у меня рак?» вертелась, как уж на сковородке. Мы не можем говорить об этом по телефону. А как человеку ночь пережить? Спрашиваю я. Но медсестра толдычила свое, прямо как автоответчик. Мы не можем говорить об этом по телефону. Я думала, что готова услышать самое страшное. В конце концов, у меня даже есть заветная, эксклюзивная для Риги вонючка АСД-2. Но все оказалось не так. День 27 ноября 2019 года я не забуду никогда. Это здание Рижского онкологического центра с узкими лабиринтами коридоров без окон. И эти глаза из очереди, беспомощные и молящие, тоже никогда не забуду. Тот день был для доктора Сребного, так звали этого известного и многими уважаемого хирурга-маммолога, первым рабочим после отпуска. Очередь была о нем вполне хорошего мнения. Его называли прекрасным хирургом и лестно отзывались о его работе. Длинная очередь в его кабинет постепенно уменьшалась. Наконец, я осталась в пустом коридоре одна. Меня пригласили. Я вошла. Медсестра, сидевшая ко мне спиной, покопалась в бумагах, нашла и подсунула мою доктору. Доктор Сребный прочел заключение МРТ. Деловито, без лишних слов, открыл записную книжку, чтобы назначить день операции. «Как звучит диагноз?» – спрашиваю я, приготовив ручку и бумажку, чтобы записать медицинские термины. «Там написано», – отвечает он, и медсестра выдает мне экземпляр результатов биопсии. В скобках замечу, написано по-латышски, а я как будто каждый день читаю результаты биопсии и владею медицинской терминологией на неродном для меня языке. Можно ли вырезать? Удалить, поправляет хирург. И больше ничего не делать? Спрашиваю я. Сребный в ответ. 50%, что рак вернется. Надо облучать. Насчет химии посмотрим. Сколько у меня времени на подумать? Месяц? Спрашиваю я. Я не знаю, что будет через месяц. Будут метастазы или нет. На 2 декабря можно назначить операцию, говорит доктор. Так быстро? Удивляюсь я. Давайте 9 декабря, давит он. Что вас останавливает?
Вы хотите проконсультироваться в другом медучреждении? Спрашивает он. Нет, отвечаю я. Операция стоит 30 евро. Плюс 7 евро за каждый день в стационаре. Продолжает врач. Всего около 100 евро. Если вас беспокоит вопрос денег, можно платить частями. Мне надо подумать, говорю я. Вы далеки от медицины, альтернативы нет. Чудес не бывает, раздражается он. Мы делаем 700 операций в год. И все же я хочу подумать, настаиваю я. Тогда операция будет после праздников, сказал он. Вы можете мне сказать диагноз? Снова спрашиваю я. Там написано, отрезает доктор Сребный. Этот вопрос я повторяла трижды и трижды слышала один и тот же ответ. Там написано. Наконец он выдохнул и сказал: рак левой груди. Я поняла, что простым смертным знать свой медицинский диагноз не полагается. И тогда я спросила цинично: инвалидность дают? За онколога ответила медсестра: после курса лечения. Если я не приду 18 декабря, я позвоню, чтобы отменить консультацию. Говорю тогда я. Вы нам одолжение как будто делаете, сказала медсестра, закрыла книжку и не стала меня записывать. Ну что сидим? Слышу я снова голос врача. Я поднялась и ушла. И я давила слезы. Хотелось рыдать. На улице уже темнело. Казалось, я была готова услышать страшное слово «рак». Я уже целую неделю пила АСД-2. Но беспомощность и страх, что дни мои сочтены, одолевали меня. И что теперь может еще иметь значение, когда смерть стоит за твоей спиной? Я еле доехала домой. И главный вопрос в этой ситуации: сколько мне осталось? Я загнала «там написано» свой диагноз в переводчик. Переводчик выдал инвазивный рак протока Г2. Беспорядочно, как в угаре, проходя по всяким ссылкам, я прочла на сайте какой-то израильской клиники, что если ничего не делать и вообще никак не лечиться, с таким диагнозом можно прожить 7 лет. В следующем видео я расскажу, почему не согласилась на операцию и правильным ли было это решение, и о чем вы не узнаете от хирурга-онколога. Возможно, что будет видео, состоящее из 2 частей, в заключении которого я приведу научно обоснованную аргументацию швейцарского врача, вылечившего от рака многих людей. Спасибо, что вы были со мной и досмотрели это видео до конца. Буду рада, если вы подпишетесь на мой канал. С вами была
Вика Виктория.